Книга 15. Тао. Путь Вознесения. Групповые души против душ Вознесения. С человеческим видом взаимодействуют многочисленные души. И если выражаться человеческим языком, то некоторым душам можно было бы дать название групповые души, взаимодействующие с личностными сущностями и сущностями идентичности, принадлежащим механизмам идентичности, связанным со старой красной астрологией и астрологией, созданной Яну для рабов. У групповых душ незначительный интерес к вознесению как таковому, но имеется интерес к информации, которую можно приобретать через вознесение. Порой такие души заполоняют поле и изымают такое большое количество информации, что человек не только прекращает возноситься, но и заболевает. Гриппоподобные признаки острых респираторных заболеваний или сильный насморк часто могут быть признаками слияния с групповой душой в ходе вознесения. Высвобождайте карму, имеющую отношение к взаимодействию с групповой душой, и выражайте намерение общаться со своей восходящей душой, и вы будете способны восстанавливать поле в достаточной степени, чтобы оправиться и продолжить возноситься. Откуда берут свое начало групповые души? Они — это ряд расколотых душ, также известных как ложные боги, которые объединились в одни реалии, чтобы управлять человеческим видом из нефизических пространств, или вне формы. Такие души не воплощаются в форму, а скорее используют ее как марионетку. Групповые души склонны привязываться к форме посредством электрического шнура, простирающегося от их плана к теменной чакре и копчику. Возносящиеся посвященные идут к тому, чтобы удалять привязки групповой души, поскольку высвобождают в своих предках каждый пласт кармы, дающий санкцию на взаимодействие с такими душами, что в свою очередь позволяет возноситься далее. Ложные боги стали отделенными от собственных групповых душ, чтобы управлять человеческими реалиями. Это произошло в последнем ядерном уничтожении, во времена эпохи Атлантиды около 10 тысяч лет назад, 40 тысяч человеческих лет. С этого времени, и вплоть до воплощения Будды, Иешуа, и нескольких других духовных мастеров других религий, таких как Мухаммед и Рама, со стороны ложных богов отсутствовал какой-либо интерес в человеческом выражении в третьем измерении. Поэтому, групповые души — это все, что было известно физическому выражению в человеческой форме. Такие души управляли идентичностью, основанной на старых жизненных сценариях, рабов Ану, и на рептильной, или восточной астрологии, являющейся астрологическим соглашением, порожденным Буддой собственным неполным вознесением. Такая астрология управляет человеческой жизнью преимущественно в полярности, в циклах войны мира, болезни и здоровья, а также изобилия и недостатка. Чтобы подняться выше такого рода полярности и войти в изобилие, нужно отделиться от астрологической полярности, основанной как на старой восточной, так и на западной астрологии, и войти в новые реалии магнитной и фотонной, золотой и серебряной полярности, известной как новая астрология Вознесения. Новая астрология основана на идентичности великого мастера красного народа, которая способна изменяться, и далее, чтобы обеспечивать реалии большего единства и целостности среди восходящих людей. Как восходящий человек охватывает новую астрологию? В действительности новая астрология совсем не нова. Именно ее знали ваши древние красные предки, прежде чем Будда породил своим вознесением доминирование рептильной, или восточной астрологии, тогда как Ану внедрили господство западной. Астрологическое влияние на древние красные народы было основано на фотонных пульсациях, а не солнечных циклах. И несмотря на то, что Земля, ваша Солнечная система, и Вселенная, существуют за пределами великого центрального Солнца, пульсации фотонной энергии все еще идут,
посылаемое с целью обеспечивать цикл возвращения домой. Поэтому древняя астрология великих мастеров была настроена на цикл вознесения домой к великому центральному солнцу. В сущности, Великое Центральное Солнце регулярно транслировало следующие сообщения: есть ли там кто-нибудь, и действительно ли это что-то живое, что покинуло наши границы. Иногда что-то реагирует, но вообще говоря, ничто не отзывалось, побуждая Великое Центральное Солнце со временем полагать, что все вышедшее за его пределы погибло. Потребовалась некоторая реальная концентрация со стороны солярного Солнца и ТАО, чтобы предоставить воссоединение посредством коммуникации. В мысли-форме были заякорены модификации, а затем пошли изменения, пока не стало возможным понимать другого. Эта мысли-форма известна как язык света, и язык единого, который предусматривает непрекращающуюся коммуникацию между Солнечной системой, Землей и Великим Центральным Солнцем, и каждым сознательным и чувствующим видом. Путем такой коммуникации, границы и вибрации изменяются и преобразовываются, чтобы обеспечивать возможность очищения. Для большей части Солнечной системы очищение необходимо для того, чтобы снова войти в грезу Великого Центрального Солнца за относительно короткий срок. Если исходить из творческой перспективы, то мы уже вошли в нее, однако все еще присутствует опыт, который будет продолжать проживаться до фактического вхождения, и это есть то самое, что несет для человеческой форму вознесения. Существуют также и возносящиеся души, сходящие в человеческую мировую грезу из фотонной грезы, чтобы способствовать человеческому и мировому вознесениям. У восходящего человека есть душа, высшая душа, и исток. Нужно учиться различать между групповыми душами и информацией от групповой души, которая связана с идентичностью и личностью, и реальной восходящей душой и информацией от восходящей души. В большинстве случаев, информация от групповой души может быть интересной, интригующей, взывающей к пробуждению и духовному развитию, но никогда не будет вести человека домой к истоку, или возносить полностью его биоэнергоинформационное поле и воплощенную форму, так как в целом у этих душ отсутствуют какие-либо знания, чтобы это делать. Информация от восходящей души будет направлять человека внутрь к собственной сущности и побуждать его к концентрации на преодоление полярной мыслеформы и наследственной кармы. Поэтому, серьезный восходящий может понимать разницу между такими душами, коммуникацией и концентрацией, которую они предлагают, и сделать выбор прекратить слушать групповые души, читать их информацию, или отделяться от таковых, и входить в контакт с душами, которые способствуют эволюционному пути и базируются на полном вознесении. Чтобы выполнять задачу вхождения в грезу Великого Центрального Солнца, требуется изменять биологию, с тем, чтобы в качестве необходимого минимума удерживать в клеточной ткани язык света, и тем самым резонировать в достаточной степени, чтобы общаться с новой грезой. Души, фундаментом которых является вознесение, входят в поле человека, в связи с присутствием в его поле тонов языка света. А это в свою очередь требует формирования 18 типов липидов, жиров, связанных с кристаллической биомыслеформой, наряду с 18 видами соли, на биологическом и биохимическом уровне. В целом, в карте Вознесения на сегодняшний день, это происходит на уровне 9000 единиц, которые стали новой отправной точкой для уровня эволюции Бодхисаттвы. Бодхисаттва должен охватывать все одинарные, двойные и тройные тоны языка света, в качестве рабочего энергетического потока, сохраняемого в форме новыми солями и липидами. При этом, бодхисаттвы будут принимать те души, которые базируются на языке света, и полностью отделяться от групповых душ старой парадигмы или консенсуса.
Сейчас, есть горстка случаев, берущих свое восхождение к 9000. Они — это надежда Тао, что еще многие последуют этому пути, и обеспечат необходимый фундамент взрослых людей, для того чтобы пережить предстоящие времена тотальных перемен, и оказать поддержку многим восходящим детям, которые могут оказаться лишенными родителей. Это греза, которую Тао задействовал несколько лет назад в процессе своего схождения, и все еще остается возможность ее полноценной реализации. Однако, наиболее вероятно, что это не станет широко распространенным явлением, а останется лишь небольшое количество взрослых, в отдельных районах по всему миру. Поэтому, идут пробы восхождения единиц из взрослых людей к 9000. Земля, и все вознесение на ней, это эксперимент, чтобы увидеть, сможет ли сознание, вошедшее в столь крайние искажения, быть восстановленным. И то, как опробуется вознесение человека, дельфинов и китов, наряду с мировым вознесением, доказывает, что сознание может быть восстановлено, независимо от того, насколько ограниченным оно могло стать на всем протяжении своего опыта во времени, пространстве и форме. Поэтому, эксперимент продолжается, но уже с обновленной надеждой, что те, кто внутренне настроен на нашу информацию, выражают намерение вознестись, сосредотачиваются внутрь себя, на то, как достичь выполнения этой задачи, и внутренне слушают, как и куда перебазироваться, и с кем создавать восходящие общины. Такие общины могут дать рождение новому дню и новому пути, дорога на котором может быть узкой, каменистой, полна ям и потенциальных отклонений, по которым можно соскальзывать вниз с достигнутых высот, но вознесение возможно. Только восходящие люди, настроенные внутрь, следующие за своим, идущим от сердца руководством, могут находить свой путь. Однако, в конечном счете, вознесение вашего вида не зависит от численности, поскольку как бы там ни было, а истина в том, что некоторые действительно это делают, ибо человеческий вид — это единый вид, независимо от того, кто выживет. Ведь после ядерных осадков ваши предки выжили в условиях намного худших. Если уж они смогли это пережить, то, следовательно, смогут пережить и период Вознесения, в котором все, что было утрачено, будет возвращено, и возноситься выше и выше, не только к 4-му или 5-му измерению, но и домой к Тао.